Всем привет! Как вы, наверное, уже поняли из названия, это видео будет не совсем про обычную покатушку. Это видео о том, как незначительная ошибка может привести к серьезным травмам. В этом видео я расскажу, что у нас произошло и что было после. Все начиналось как обычная покатушка, маршрут планировался легкий, на всем протяжении практически у нас идет асфальт. Ехать мы собирались втроем, я, Анет и Джонни. Джонни, в свою очередь, ждал нас у себя, мы, собственно, заехали за ним и вместе уже втроем дальше поехали. Здорово. Поехали мы через город, в сторону выезда, по направлению Хотылева. Решили дать круг через мост, потому что там более нормальная дорога. В грязь неохота было лезть в этот день. Выехав из города, мы набрали неплохой такой темп, для нас неплохой, и бодро двигались по маршруту. В какой-то момент я и Анет немного ускорились и не заметили, как отдалились от Джо. Я и остановился его подождать. И, кстати, я очень удачно остановился возле реки Госомка или Гасомка, не знаю, как правильно. Это очень живописное место, там что-то вроде порога, поэтому мы с Джонни решили это подснять. Так, тут можно спуститься? Так, чтобы безопасно. Ага, можно. Анет, в свою очередь, уехала вперед, она даже не заметила, что мы остановились. Но позже она к нам вернулась, она просто получала удовольствие от нового велосипеда. Он у нее на 27-х колесах, до этого у нее был на 26-х и железный, тяжелый. На нем она почувствовала, как можно легко кататься на велосипеде. Даже по грунтам она старалась ехать быстрее. В общем, велосипед был очень легкий, накатистый, но в дальнейшем это и сыграло с ней злую шутку. После этого мы решили заехать на пляж, возможно, даже искупаться, но основная цель была остановиться и перекусить. День был не особо теплым, но река все еще была теплой. Собственно, по пути к речке, за очередным поворотом, и был этот злополучный спуск. Анет, слегка передавив тормоз, очень неудачно упала. Ехал я немного впереди, поэтому, когда это случилось, Джонни меня окликнул, и я направился в их сторону. Да иду! После этого я отключил камеру и не снимал, было совсем не до этого. Вначале она лежала на земле и сказала ее не трогать, так у нее очень сильно кружится голова и ее тошнит. Ты куда так летела? Я нажала на тормоз, а меня унесло. Зачем? Чем ударилась? Рука и нога. Сильно? Очень. Да, видишь, вот ссадины пошли, ссадины. Анет, кто тормозит так? Анет, передавив тормоз, вылетела через руль, как она на тот момент утверждала, но, как позже выяснилось, упала она как-то сбоку скорее, потому как велосипед ее сверху придавил. При падении она всем весом упала на плечо и позже приложилась подбородком. В том числе пострадал визор, возможно, даже он спас лицо. Если бы не шлем, то последствия могли быть куда серьезнее. Позже мы помогли ей сесть, дали воды, и в этот момент мимо проезжала женщина на автомобиле. Увидев все это, она остановилась, дала нам чистой воды и предложила свою помощь. Побольше бы таких, конечно, людей неравнодушных. Мы отказались от помощи, потому как на случай, если Анет не сможет ехать на велосипеде, у нас уже был свой план действий. Идея того, что она сможет еще поехать на велосипеде, естественно, была не нашей. Анет все еще считала, что травма у нее легкая. Сейчас она отойдет, сядет и поедет дальше. Но это была, естественно, ошибка. Немного придя в себя после падения, мы все вместе дошли до пляжа. Джонни докатил ее велосипед, а она шла, держась за мой, так ее все еще кружило. Конечно, состояние уже было чуть получше, но все еще было плохо. Там мы немного отдохнули, Анет попыталась размять свою поврежденную руку, чтобы понять, сможет ли она взяться за руль. Но сказала, что боль невозможно терпеть, и рука не поднимается. В общем, посидели на пляже. У Анет забита правая рука. То ли связки, то ли ушиб сильный. Короче, рука плохо шевелится. Вот катим велики наверх. Вроде она левой может катить. Туда мы катили сами. Она держалась за мой вел, шла. Наверх сейчас закатим, там уже посмотрим, что решим. Поедет, не поедет. Не поедет. Останется сидеть тогда где-нибудь там на остановке. А мы тогда через сельцо мотанемся до дома, там велик брошу, приеду на машине эвакуировать раненого бойца. Изначально я предлагал ей дойти до остановки, чтобы она там немножко посидела, а мы с Джонни бы рванули в город, я бы пересел там на машину и приехал за ней, забрал ее. Но она все еще пыталась сесть на велосипед, поехать как-то своим ходом. Не хотела сходить с маршрута, хотела закончить запланированную поездку. Подбородок зашиблся. Ха, идет уже ржет. Это непонятно. За секундное дело. Просто. Все, тебя Ну, нет. все правильно. Как я за педалью зацепился, все, секунда. А так темп был хороший. Хорошо шли.
Попробовав сесть на велосипед, она поняла, что у нее ничего не получится, и согласилась с моим предложением. В итоге мы дошли до остановки, оставили ее там сидеть, а с Джонни рванули в город. Он домой, и я за машиной и за Анет. В общем, оставили Анет на лавочке в Хотылево. Там солнышко, травка, живописно. А сами поехали в обратную сторону. Получается, так посмотрели, так короче маршрут. Изначально хотели дать круг, думали, так будет короче. Вот. Ну, а по факту едем в обратную. Сейчас я закидываю велосипед домой. Собственно, сажусь в машину за руль и еду сюда, в Хотылево, забираю ее на машине. Видимо, придется съездить в травмпункт, потому что, ну, рука не проходит, она болит. Лучше съездить, чем не съездить. Все, в общем, поехал. Там приеду, потом покажу, что почему там. Когда буду грузить, все такое. Сидит моя. О, такой спуск резкий. Как себя чувствует? Подбородок поврежденный. О, он у тебя синий становится. Туда шлет не прикладывали. Короче, ладно, будем паковать сейчас велосипед, снимать переднее колесо и совать в машину. Итогом нашей поездки в травмпункт стал вердикт врача. У нее перелом, оскольчатый, со смещением, да еще и в 2 местах. Гипс накладывать не стали, отправили нас в больничку на приемный покой. В больнице нам сказали, что ей нужно ложиться в стационар, меня ждет операция. При мне ей наложили фиксирующий гипс, она осталась в палате, а я уехал домой. На этом завершился наш первый день. В дальнейшем была операция, пластина, 8 винтов и долгожданная для Анет выписка. Кстати, несмотря на то, как она боялась операции, а точнее наркоза, она продолжала думать о том, когда ей снова можно будет сесть на велосипед и продолжить покатушки. И действительно, чуть больше, чем через месяц она загорелась идеей прокатиться. Для этого мы выбрались в лес, в знакомое нам место. Там асфальт, машин практически нет, людей там вообще не увидишь, тем более в прохладную погоду. День первый после падения и реабилитации. Это не после реабилитации, а в начало реабилитации. Уехала куда-то вообще вдаль, даже не видно. Нормально она тренируется. Что, устала? Я устала. Все? Выносливость покинула тебя? 16,6 средний. Ну зачем шарашить? Надо было просто прокатиться. Я хотела попробовать. Тянет, короче, руку, где зашито у меня. Именно в этом месте прям натяжение чувствуется. Там, где неровная дорога, понятное дело, отдает руку. Как говорю, через полгода можно максималку делать уже. Ну, как раз после Нового года, после праздников там, когда тепло станет. Не ноги устали, дыхалки нету, если быстро кататься. Да, у меня красивый новый велик, очень классные тормоза. И, кстати, сейчас я прочувствовала. Специально, когда остановилась, дожала до конца, как мне надо. Ну, как я затормозила там. Я сейчас почувствовала, насколько это было. Я уже полностью затормозила сейчас и дожала. И у меня колесо шух и повело. Я просто резко там нажала. Очень резко нажала, да. Гоняемся за ней на машине. Ну как, в город ты жила? Да, вот в этом. Нет. Нормально? Я сейчас ехала на воде. Страшно. С горкой страшно? Ты на тормозе? Ну, это у тебя, видимо, пока боязнь, да, спуска. А сейчас полегче, кстати, второй раз. Видимо, подтянулась связка или что-то тянется. Еще через неделю был второй выезд, и я решил уже к ней присоединиться. Мы прокатились вместе. Это второй день пробы пера, так сказать, после травмы. Она сегодня будет пробовать еще раз кататься, сегодня уже экипировалась. Я одет по-простому, не по-велосипедному, короче, тоже с ней катанусь чуть-чуть. Захватил с собой велосипед, мы на машине приехали. На стоянку Винограда, а тут асфальтик ровный, тишина, природа. Ну как тишина, там сейчас дети. Целый автобус детей привезли, видимо, на экскурсию. Поехали пробовать. Ну, стартуешь, будто бы и не травмировалась. Могу сказать, сегодня удобнее держаться. Ну, хорошо, что ты едешь не быстро. А то я без шапки, холодновато ухом моим. Надо было хотя бы бафчик взять, я не знаю. Так, подснимем Анетту. Схудала совсем, дома не кормят.
Говорит, что боится спусков теперь. Но это первое время. Ощущение натянутости, где меня резали, так и остается. Видимо, это пока норма. Там камера дуется, заживает все. Фоточки будут в Телеграме, как обычно. Фотки всегда гораздо раньше, чем видео выходит. Лес сегодня вообще красивый тоже. У нас раз по этому асфальту было больно ехать. В руку отдавала? Да. Ну, топишь ты нормально. Спидометра у меня, конечно, нет. Я сегодня без велокомпа. 20. Ну, понятно. Норму делаешь по асфальту. 20-25. Ну, шарашит. Это что мне потом за тобой гоняться? Я тебя всегда ждал. Будешь меня ждать. Худая стала. Мне велик новый, не забывай. Ну, по асфальту теперь так и будет, а вот по грунтам рассекло. Окей. Буду записываться только на грунты. Блин, будто бы с велодрайвом выехал. Ваши комментарии. Сколько я проехала? 7 километров, 290 метров. А, даже 7? Да, 7,29. Угу. Как новичок. Как будто первый раз села на велосипед. А, как мы раньше катались по 8. Такие же ощущения, что все, можно и отдохнуть сначала. А я, получается, только размялся, только согрелись мышцы, и все, и конец. Ну, я не могу больше пока что. Да пока тебе и нельзя больше. И то я психанула. Не, ну, по крайней мере, ну, это связки. Потому что если бы была бы костная боль какая-нибудь, то вот, я бы остановилась, и эта боль продолжалась бы. Когда ты останавливаешься, Да. и через 30 секунд затихает, то это связки в напряжении были. Вот я вот шевелю руками, у меня связки прям присутствуют, натягиваются. Так что ладно, жить буду. Да, я вот уши грею, башка так отмерзла от этого ветра холодного. Я еще раз так без шапки куда-то сунулся, да ну нафиг. Но на этом день реабилитации и покатушки, пробных покатушек на велосипеде заканчивается. Это был день 2. Увидимся в 3-м дне. Еще чуть больше, чем через неделю, мы снова поехали размяться. Это был уже 3-й выезд. Всем привет! Это 3-й день восстановления Анет после травмы. Сегодня мы прокатимся уже подальше и попробуем выехать на грунты потихонечку, максимально прогулочным темпом, так как это еще рано делать. С осторожностью. Погнали! День 3. Покатушка по городу среди людей. Первый выезд. Температуру -1. Отмерзают щеки. А телу очень жарко. Когда я только выехала, было намного сложнее. Сейчас разогрелась. И вроде норм. Ой, боже. Горки. Все, я сдох. 2 месяца дома дает себе знать. Ну, рука чувствует себя нормально. Мы проехали, не знаю, километров 5, может, 7. Мне жарко. О, впереди горочка. Давай дивизию. Ноги не выводят. Ноги слабые. Впереди еще одна горочка. Каждая мышца в ноге в 5-й точке говорит, что я сумасшедшая и что я тяжело. По грунтам мы ехали очень медленно, аккуратно, потому как тряска и все ямы, они передаются в руку, ну и это больно. Ты, короче, решил меня сегодня выгулять за все 3 недели, да? Не, велик, конечно, на песке хорошо держит себя, в отличие от того, вот, но я медленно так не могла ехать. Я же тебе говорю, я руль держу уверенно. Просто мне дискомфортно, тянет шов, а я спотела, он еще чесаться дальше. Комфортно это такое на самом деле. Главное, чтобы не больно. Я так медленно еще никогда не ездила. Я еду сейчас, пытаюсь тормоза изучать свои. Ты думаешь, я смогу быстро? Собака по пешеходному с разными глазами. В Фокино за нами увязалась собака, которая, забегая вперед, пробежала с нами практически весь маршрут. Все наши попытки ее прогнать не увенчались успехом. Мама, меня съедят. Есть, встал. Сразу с нами поделать.
Он уже понял, что ты что-то хочешь дать ему. Ты красавчик. Ты не голоден? Он с рук не берет. А может быть. Ты чё, не хочешь есть? Он не голоден. Ну, как хочешь. На Круглом озере мы сделали небольшой привал, перекусили, попили горячего чая. Пес, кстати, поел с нами. До этого он сам отказывался есть. Ну а в хорошей компании, видимо, был не против. В лесу холодно. Все, пальцы отмерзать стали на руках. Тут с горочки ветерок. Пёсель, иди домой. Тяжело по грунтам ехать. Пламя. Страшно. Ну, если бы у меня рука была целая, может, страха не было. Знаешь, что я тебе могу сказать? Что когда едешь медленно, очень тяжело ехать по грязи. Я знаю, что здесь корешки, поэтому я слезла и иду. О, ты что-то катался. Ну, эту дорогу я знаю, что здесь оно идет. Вон эта лужа хорошая. С неполоманной рукой страшно было по грязи ехать. А с поломанной, знаешь, как страшно? Велик немножечко вводит по грязи. У меня уже 1000 калорий сожжено. Я не знаю, у меня не пишется. У меня уже аж тепло стало. Ну, получается, ходолево спокойно я тоже могу ехать по асфальту. На ту гору? И на ту горочку. Пешком. Хочешь съездить в высказать? Да, какая она меня поломала. Меня из-за нее оперировали. Называется «Повесть о том, как изёвый маршрут оказался для меня сложным». Я этот маршрут в Страве подпишу. Выживалите. Вот, у нас получилась медленная прогулка. На улице -1. Ехать чрезвычайно тяжело. Все мышцы у меня окостенели за 2 месяца. Поэтому для меня это ощущение, как будто я всю зиму просидела и выехала первый раз. Вот такие вот дела. В общем, такая получилась история, которая на некоторое время выбила нас из покатушек. Иногда кажется, что маршрут легкий, но достаточно одной ошибки, и ты уже в больнице, у тебя операция, а позже реабилитация. Ошибки случаются, главное сделать правильные выводы и впредь не допускать ошибок. Отдельно хочу сказать про защиту, она тогда сыграла важную роль. Визор спас лицо, а шлем голову от сильного удара. Шлем — это не формальность, это вещь, которая может спасти вам жизнь. Поэтому не пренебрегайте защитой, одевайте всегда шлем на любую покатушку, какой бы короткой она ни была. Надеюсь, из этого видео вы сделаете правильные выводы. Берегите себя, привыкайте к новой технике постепенно. Никогда не переоцените свои силы. Всем удачи, всем хороших покатушек и пока.